Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание цветам, поговорим о том, как они влияют на вашу жизнь, на ваш достаток, на ваше здоровье. И обращайте внимание, пожалуйста, на то, какие цветы вы приносите в свой дом, потому что вы в комментариях пишете: а у меня это, а у меня то. Давайте мы постараемся в этом видео ответить на все ваши вопросы касательно цветов, касательно растений, поэтому обязательно просмотрите это видео, друзья, от начала до конца. Климат в доме – это очень важный фактор, который влияет на все сферы жизнедеятельности человека. И от того, насколько вам комфортно находиться в вашем доме, зависит и ваше финансовое благополучие, и ваше состояние здоровья, и ваша личная жизнь. Энергетика дома оказывает влияние на вас равносильно тому, какое вы оказываете влияние на него. Все, что у вас происходит в жизни, продвижение по карьерной лестнице, финансовое благополучие, неурядицы, болезни, все это вносит свою долю в энергетические потоки, которые существуют в вашем доме. Когда в доме господствует положительная энергия, атмосфера в нем наполнена счастьем, радостью и изобилием. Те, кто находится в нем, живут в дружбе, среди них существует такое понятие, как взаимопомощь, как взаимопонимание, и каждый из домочадцев старается поддержать друг друга в сложной ситуации, оказать даже незначительную услугу. В таком доме не знают, что такое ссоры, не звучит нецензурная речь, а если плачут, то только от радости. В такой дом спешат после работы или длительного отсутствия, как бы стараясь укрыться от воздействия негатива извне. В нем отдыхают и наслаждаются жизнью, подпитываясь положительной энергетикой дома. О таком доме можно сказать, применив бытовую поговорку, что дом – моя крепость и моя защита. Мы знаем, что каждая вещь в доме наделена своей собственной энергетикой, которая распространяется по дому, оказывая влияние на энергетическое поле и на настроение дома. Чтобы дом не покидали уют, тепло, счастье, необходимо поддерживать его энергетику на соответствующем уровне. Эти невидимые энергетические потоки переплетаются между собой, напоминая паутину, окутывая все пространство внутри дома. Но по своей энергетике они разные. Они несут в себе положительные энергии, наполняя дом радостью, благополучием. Другие же разрушительные энергии, от чего в доме возникают проблемы разного рода. Вы знаете, что ни для кого не является секретом, что энергетика дома ухудшается, если в нем преобладает беспорядок. Вещи лежат не на своих местах, а как попало. Старые поношенные вещи возвращают своим присутствием в прошлое, закрывая вход в будущее, а порванная одежда наполняет жизнь, к сожалению, только финансовыми проблемами, безденежьем, перекрывая поступление денежной энергии в дом. Треснувшая со сколами посуда – это виновник раздоров в семье и болезней, своей энергетикой притягивая в дом темных сущностей извне, которые, поселяясь в доме, оказывают непоправимый вред его энергетике. Магическое воздействие зеркал, затянутых паутиной, испорченная бытовая техника, эти краны, которые текут, разваливающаяся мебель на кухне и многое-многое другое может стать источником разрушительного негатива. Находясь каждый день в таком негативе, человек начинает страдать не только физически, но и, конечно же, духовно. Живущие в таком доме тоже будут ощущать негатив на энергетическом уровне. Их будут одолевать и бессонница, и апатия, тревога, нервозность повлечет за собой размолвки, ссоры. Для того, чтобы всего этого не допустить в свою жизнь, лучше соблюдать определенные правила, наполняя свой дом позитивом и радостью. Нужно периодически принимать меры по энергетической защите и по очищению своего дома. Использовать обереги, талисманы, которые будут вам помогать в поддержке энергетики дома, не допуская проникновения негатива извне, впитывая все зло, которое будет пытаться проникнуть к вам в дом. Ни в коем случае, когда вы возвращаетесь домой, не переносите все свое плохое настроение через порог. Для этого и стоит использовать такой несложный ритуал. Прежде чем войти в дом, трижды оботрите ноги об коврик у входной двери, проговорив при этом такие слова:
Ноги о коврик вытираю, все плохое за порогом оставляю. В дом с собой не беру, дом тебе я не наврежу. Ты мне тоже помогай, от неприятностей оберегай. После чего плюньте трижды через левое плечо и спокойно заходите в дом. Энергетика дома находится в полной зависимости от того, какие энергетические потоки преобладают в нем. Людям, которые живут в доме, по силам сделать свой дом оплотом благополучия, счастья, если сменить энергетический фон в доме. Стоит только захотеть, и вы знаете, все изменится в лучшую сторону. О том, что в доме должно быть чисто, каждая из вещей, предметов должно иметь свое место. Вы уже знаете. А знаете ли вы, какую роль играют комнатные растения в жизни каждого человека? Давайте мы проговорим это более детально далее. Комнатные растения, они не только очищают воздух в доме, но и служат энергетическим фильтром пространства. Они способствуют благоприятной атмосфере, привлекают деньги и отсекают негатив. Чтобы открыть денежный канал, достаточно завести в доме правильный комнатный цветок. Первое, друзья, растение – это денежное дерево, еще называют это толстянка, красула. Это растение не только чистит дом от негатива, но и помогает открыть потоки денежной энергии, что позволяет живущим в доме получить доступ к деньгам, а значит и жить в достатке. Желательно не покупать, а взять у кого-то или даже украсть небольшую веточку, поставить в воду, а когда появятся корешки, посадить. Когда будете садить на дно горшка, положите несколько монет разного цвета и достоинства, проговорив при этом такие обязательно слова. «Мое денежное дерево растет, листочками покрывается, а в моем кошельке благодаря этому монеты звенят и прибавляются». Это поможет вам делать так, что кошелек никогда ваш не будет пуст, и в вашем кошельке всегда будут водиться деньги. Следующее растение, друзья, это драцена сандара или комнатный бамбук. Или еще именно такое растение, возможно, вы услышите, называют бамбук счастья и радости. А это растение символ богатства и благополучия семьи. Это очень неприхотливое растение, оно имеет ряд достоинств. Это символ здоровья и долголетия. Оно способствует достатку и финансовой стабильности. Оно своими листочками и веточками тянется вверх, что указывает на возможность карьерного роста, а трудолюбие и упорство в достижении цели будут достойно вознаграждено. Следующее растение, друзья, замиокулькас. Это еще и дерево желаний, и другое его название – это долларовое дерево. Это растение обладает большой живучестью, его денежная сила заключена в зеленом окрасе листьев, связана с денежной энергией, а также зеленый цвет. Это цвет новых начинаний, свежесть энергии, силы, которая передается его владельцу и таким образом делает жизнь более успешной. Следующее растение – это азалия. Это красивое цветущее растение, которое оказывает благоприятное воздействие на денежные потоки и на здоровье живущих в доме. Достаточно несколько минут находиться рядом с этим цветком, чтобы ощутить изменение настроения в лучшую сторону, приток свежих сил. Для того, чтобы усилить денежную энергию азалии, нужно ее посадить в красный горшочек. Друзья, именно в красный горшок. Если в доме будет несколько таких цветков, то это будет настоящий денежный магнит. Далее, друзья, у нас с вами лимонное дерево с его желтыми плодами, который считается символом радости, надежды на лучшее и успешное ведение финансовых дел. Если вы заведете такое деревце, то сможете с уверенностью рассчитывать на его благополучие и достаток. Единственным условием является то, чтобы его вовремя нужно поливать и протирать листочки влажной тряпочкой, чтобы оно обязательно ощущало вашу любовь и вашу заботу. Следующее, друзья, растение – это герань. Герань в доме, у кого есть это растение, говорит о том, что поселилось счастье в таком доме. Герань – это цветок с очень положительной энергетикой. Именно герань приносит живущим в данном доме удачу и привлекает в него деньги в нужных количествах. Листья герани обладают фитонцидными свойствами и способны даже очищать воздух. Цветет герань круглый год и наполняет душу позитивными
позитивными мыслями будут способствовать большим достижениям именно в финансовом плане. Следующим, друзья, растением выступает у нас кактус. И кактус, вы знаете, это не только экзотическое растение, как многие думают, но именно кактус еще и способствует привлечению денежной энергии. Энергетика кактуса, к сожалению, несколько агрессивна, но именно благодаря ей зарождаются удачные бизнес-проекты, совершаются бездумные поступки, казалось бы, на первый взгляд бесперспективные, но в конечном итоге приносящие большую прибыль, они наталкивают на авантюрные поступки, поэтому кактусу место в офисе, на рабочем месте или столе. Эти растения не допустят спонтанных и необдуманных трат, направят на правильный путь. Если поставить такое растение на подоконник, то нападки ваших недоброжелателей, ваших врагов, просто потеряет силу. Поэтому обязательно подумайте о том, чтобы завести это растение у себя в доме. Далее, друзья, бугенвилия. Другое название этого цветка, такое, возможно, вы слышали, как бумажный цветок. Ее цвет, бутоны – это символы изобилия и успеха. Зеленый цвет листьев, красный цвет цветов благоприятный для именно денежной энергетики. Следующее растение, друзья, это гибискус. Это именно гибискус, он способствует удаче в делах, в бизнесе, а также поможет создать бизнес, который принесет финансовый достаток. Владелец этого цветка будет успешно продвигаться по карьерной лестнице, а зарплата по мере продвижения будет только увеличиваться. Но прежде чем завести в доме такое растение, стоит поинтересоваться, какой энергетикой обладает данное растение, дабы не поселить у себя растение с негативом. Теперь давайте поговорим о том, какие растения в вашем доме не должны быть. Многие думают о том, что, ой, эти растения мне помогут. Вот мне оно понравилось, значит, его нужно завести. Но, друзья, это не так. Вот именно эти растения, о которых мы далее проговорим, ни в коем случае не стоит держать в доме. И первое растение, друзья, это монстера. Монстера – это сильное растение, но, к сожалению, с достаточно агрессивной энергетикой. Если у человека слабое биополе, то он сразу ощутит на себе его энергетическое влияние. Появится слабость, появится апатия, беспокойство, потеря трудоспособности, вялость. Дети будут капризными, а также неактивными. И все из-за того, что данное растение будет подпитываться энергией людей и отбирать их сильные энергии и заменяя, к сожалению, их негативными. Оно подходит для коридоров офисов, где люди будут мало с ней соприкасаться. Не забывайте и то, что это растение ядовито, поэтому в доме монстеру ни в коем случае не старайтесь держать. А вот в офисе, да, пожалуйста, но обращаем ваше внимание, именно это растение подходит для коридоров. То есть, если мы рассматриваем именно кабинет, где человек сидит и работает, то монстера тоже здесь не подходит. Следующее, друзья, растение Диффенбахия. Вы знаете, по своему характеру Диффенбахия подобно монстере. Это тоже растение-агрессор, которое способно притягивать в дом негативной энергии. И находясь в комнате с этим растением, вы будете чувствовать постоянно нервозность, головные боли. При этом головные боли могут начинаться как бы без причины, могут появиться и признаки удушья. И обращаем ваше внимание, сок этого растения также ядовит. Если хотите завести Диффенбахию в своем доме, то для этого следует выбирать те комнаты, где вы проводите мало времени. Следующее растение – это плющ. Мы неоднократно о нем говорили, но давайте еще раз проговорим, потому что вы задаете все-таки вопросы, почему плющ нельзя. Вы знаете, энергетика плюща, к сожалению, она очень мрачная, она тяжелая. И можно сказать, что вот эта энергетика связана и сам плющ с потусторонним миром. Поэтому, если вы живете в окружении плюща, то у вас могут начаться и ночные кошмары. Вы будете в вашем доме будут проявляться сущности, которые будут активизироваться именно в ночное время. Из-за этого у вас начнется где-то депрессия, вы не будете знать, как с ней справиться. Ваша энергетика будет разрушена, и вы начнете притягивать весь негатив со стороны, что скажется на вас очень неблагоприятно. Возможно, вы не раз видели картинки старинных склепов, увитых плющом, поэтому, к сожалению, плющ – это символ разрушительных сил, поэтому от него лучше держаться подальше. То есть, и вы знаете, это все неспроста.
Кроме того, плющ — это еще и энергетический вампир, который способен разрушать семейные отношения. Это растение несет в себе энергетику одиночества, печали и утраты. Часто бывают случаи, когда любящая семья, заведя такое растение, начинает ссориться на ровном месте, и отношения вернуть не получается. К тому же оно ядовито. Если вас прельщают гирлянды листьев, то отнеситесь к нему со всей серьезностью, решив для себя, стоит ли его иметь в своем доме. Как вы уже поняли, не все комнатные растения обладают хорошей энергетикой, поэтому прежде чем завести то или иное растение, поинтересуйтесь, что вместе с ним вы принесете и поселите в своем доме, дабы потом не искать в неизвестности причину проблем, которые появились именно у вас. Поэтому старайтесь выбирать растения не только интуитивно, но и в то же время разбираться, что каждое растение несет. И обращаем ваше внимание, что есть растения, да, вот именно их энергетика, она будет способствовать тому, что у вас будет и радость в доме, и благополучие, все будут здоровы, счастливы. Это очень важно осознавать, друзья, и понимать. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Как всегда, ваш любимый канал Эзотерика для тебя. Обязательно заходите на канал, у нас много интересной, важной, нужной, интересной информации. Каждый день мы делимся очень важными советами. Этой информации вы нигде не найдете в интернете. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.